Здравствуйте. Здравствуйте, вы новенький здесь, да? Да, я только что переехал в эту деревню. Очень приятно. Меня зовут Ольга, я почтальонка. Меня зовут Иван. Рад познакомиться, Ольга. Взаимно, Иван. Как вам наша деревня? Мне здесь очень нравится. Тихо и красиво. Да, у нас спокойно. Вы откуда приехали? Я из города, там шумно и много людей. Понимаю вас. В деревне жизнь другая. Да, здесь люди очень приветливые. Мы стараемся помогать друг другу. Это хорошо. Я еще никого не знаю. Хотите, я познакомлю вас с соседями? Было бы здорово, спасибо. Ни за что. А вы где сейчас живете? Мой дом-то рядом с магазином, белый, с зеленой крышей. А, знаю этот дом. Он уютный? Спасибо, мне он тоже нравится. И Вам нужна помощь с почтой или документами? да, я хотел узнать, где ближайшее отделение. Почта через дорогу в желтом доме. Спасибо, я не знал. А как она работает? Почта открыта с 9 до 5, кроме воскресенья. Отлично, буду знать. Если будут письма или посылки, я принесу вам домой. Спасибо большое, это очень удобно. Конечно, всегда рада помочь. А тут часто приходят письма. Обычно по средам и пятницам. Хорошо, буду ждать. А у вас есть семья? Нет, я живу один. Понятно. Если будет скучно, приходите на чай. Спасибо, очень приятно. У нас в деревне любят пить чай вместе. Это здорово, люблю чай. А какую работу вы здесь нашли? Я буду работать на ферме у Андрея. Хорошая работа, Андрей хороший человек. Я еще его не встречал. Я могу вас познакомить, если хотите. Спасибо, это очень поможет. Ни за что, мы все тут как одна семья. А у вас здесь давно работаете? Я почтальонка уже 10 лет. Ого, это много. Вам нравится ваша работа? Да, очень. Я люблю общаться с людьми. Это важно, особенно в деревне. Согласна. А вы давно мечтали жить в деревне? Да, я всегда хотел простой жизни. Здесь спокойно, но иногда бывает скучно. Думаю, мне это подойдет. Мы часто устраиваем праздники. Это интересно. Я хотел бы поучаствовать. Приходите обязательно. Спасибо, Ольга. Вы очень добры. Всегда пожалуйста, Иван. Было приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. До свидания, Ольга. До свидания, Иван. Удачи вам в новой жизни здесь. Здравствуйте, Мария. Как у вас дела сегодня? О, здравствуйте, Иван. Спасибо, все хорошо. А у вас как дела? Спасибо, тоже все хорошо. Сегодня тепло, приятно на улице. Да, погода сегодня замечательная. Я уже в саду работала утром. Вот и хорошо. Мария, у меня к вам просьба. Можно одолжить у вас ведро?
Конечно, Иван. Вам нужно большое ведро или маленькое? Лучше большое, если можно. Мое ведро сломалось. Ой, жаль. А что случилось с вашим ведром? Дно треснуло, теперь вода вытекает. Очень неудобно. Понимаю, у меня есть 2 ведра. Одно новое, другое старое. Какое вам дать? А если можно, дайте новое. Я буду аккуратен, обещаю. Конечно, Иван, я вам доверяю. А для чего вам ведро нужно? Я хочу набрать воды для полива огорода. У меня много помидоров. О, помидоры, уже есть плоды. Есть, но еще зеленые. Думаю, через 2 недели будут красные. Здорово, я тоже люблю помидоры. Мои еще маленькие. А вы чем поливаете ваш огород? Я обычно использую лейку, но иногда тоже беру ведро. Если вам нужно, я быстро верну ведро после полива. Не спешите, Иван. Можете использовать ведро целый день. Спасибо большое, Мария, вы всегда выручаете. Ни за что. Мы же соседи, должны помогать друг другу. Это правда. У вас всегда так красиво возле дома. Спасибо, я стараюсь ухаживать за цветами и кустами. Какие у вас красивые розы. Сколько им лет? Этим розам уже 4 года. Я их посадила сама. Видно, что вы любите свой сад. А как ваши собаки? Собаки хорошо. Сегодня бегали по двору, играли. Хорошо, что они радуются жизни. А кошка не обижается? Нет, кошка любит спать на солнце, она не обращает на собак внимания. У меня тоже раньше была кошка, очень ласковая. Почему раньше, где она теперь? Она уже старая, теперь живет у моей сестры в городе. Понятно. Значит, у вас сейчас только куры? Да, только куры и петух. Яйца каждый день. Здорово, свои яйца всегда вкуснее. Согласен. Кстати, хотите немного яиц? У меня много. Ой, спасибо, Иван. Я с удовольствием возьму десяток. Принесу вечером, хорошо? Конечно, буду ждать. Спасибо большое. Ни за что, Мария. А ведро где взять? Сейчас принесу. Подождите минуту, пожалуйста. Конечно, я подожду здесь у калитки. Вот ваше ведро. Оно чистое, только что помыла? Спасибо вам огромное. Я очень благодарен. Пожалуйста, Иван, не переживайте, пользуйтесь на здоровье. Я обязательно верну ведро завтра утром. Хорошо, не спешите. Если нужно будет еще что-то, обращайтесь. Спасибо, Мария, вы очень добрый человек. Спасибо, Иван, приятно слышать такие слова. Ладно, я пойду поливать огород. Еще раз спасибо. Хорошего дня, Иван. Пусть помидоры растут крепкими. Вам тоже хорошего дня и отличного настроения. До свидания, Иван. До свидания, Мария. Привет, Анна. Как твои дела сегодня? Привет, Иван. Все хорошо, спасибо. А у тебя как? Тоже все нормально. Слушай, ты вчера поливала огород? Да, я поливала вечером, когда стало прохладнее.
А мне кажется, лучше поливать утром, когда солнце еще не так жарко. Почему ты так думаешь? Мне кажется, вечером земля лучше впитывает воду. Утром растения получают влагу перед солнцем, и они не вянут днем. Но если поливать утром, вода быстро испаряется из-за солнца. Вечером тоже не всегда хорошо. Может быть, ночью станет холодно, и растения могут заболеть. Я слышала, что вечером меньше испарения и вода уходит глубже в землю. Но если листья мокрые ночью, может появиться грибок. Ты думаешь, это опасно для наших помидоров? Да, особенно если часто идут дожди. Но мы же не всегда поливаем вечером. Иногда я тоже поливаю утром. Вот, может, надо договориться, когда лучше поливать. Хорошо, давай попробуем вместе решить. Ты хочешь поливать только утром? Мне кажется, утром лучше. Но я могу иногда поливать вечером, если очень жарко. А если утром у меня нет времени, ты сможешь помочь? Конечно, если ты попросишь, я помогу. Спасибо, Иван. А во сколько ты обычно встаешь? Я встаю в 6 утра, а ты? Я обычно встаю в 7. Для меня 6 утра очень рано. Если хочешь, я могу поливать огород в 6, а ты вечером. А если мы будем чередовать? Один день ты утром, один день я вечером. Это хорошая идея. Тогда будет удобно нам обоим. Да, и растениям будет не так плохо, если режим будет разный. Согласен. А сколько воды ты обычно используешь? Я беру 2 лейки на каждую грядку. Этого хватает? Думаю, да. Но в жару нужно больше воды. Я замечала, что когда очень жарко, листья вянут быстрее. Я тоже это видел. Может, добавить 3-ю лейку? Можно попробовать, но важно не заливать слишком много. Да, слишком много воды тоже плохо. Давай еще обсудим, когда удобнее поливать картошку. Картошку лучше поливать реже, но обильно. Я согласна. Обычно я поливаю ее раз в неделю. Хорошо, будем так делать. А помидоры через день? Да, помидоры любят воду чаще. Отлично, тогда у нас есть план. Спасибо, что обсудил это со мной. Вместе легче работать. Я тоже рад, что мы договорились. Ты сегодня будешь поливать? Да, сегодня моя очередь. А ты можешь завтра утром? Конечно, я не забуду. Отлично. А потом вместе соберем урожай. Обязательно. Будет много хороших овощей. Я уже жду свежих огурцов и помидоров. Я тоже люблю свежие овощи, особенно картошку с укропом. А я люблю салат из помидоров и огурцов. Устроим летом пикник. Обязательно. С домашними овощами. Договорились. Спасибо за разговор, Анна. И тебе спасибо, Иван. Удачного дня. До свидания. До встречи. Здравствуйте, бабушка. Как у вас сегодня дела? Здравствуй, милок. Спасибо, все хорошо. У тебя как? Тоже хорошо, спасибо.
У вас такие красивые яйца на прилавке. Спасибо, мои куры стараются. Яйца сегодня свежие, только утром собрала. Очень здорово. А сколько стоит десяток яиц? Десяток 100 рублей, милый. Хорошая цена. А можно посмотреть яйца поближе? Конечно, вот корзинка. Посмотри, выбирай, какие хочешь. Спасибо. Я люблю яйца с коричневой скорлупой. У вас есть такие? Есть вот эти потемнее, держи. Они очень вкусные. Замечательно. Я возьму десяток коричневых яиц, пожалуйста. Хорошо, сейчас посчитаю. Ты хочешь пакетик? Да, если можно, пакетик очень пригодится. Вот, держи пакетик, осторожно, яйца хрупкие. Спасибо большое. Ваши яйца всегда свежие и вкусные. На здоровье, милок. Я своих кур кормлю только зерном и травой. Поэтому они такие хорошие. Сколько я должен заплатить? 100 рублей за десяток, как договаривались. Вот ваши деньги. Спасибо вам. Спасибо тебе, сынок. Может, хочешь еще что-нибудь? У меня есть домашний творог. О, творог — это здорово. А сколько стоит творог? Полкило творога, 150 рублей. А творог свежий? Конечно, только вчера делала из свежего молока. Тогда я возьму и творог тоже. Дайте, пожалуйста, полкило. Сейчас отрежу и положу в пакет. Ты любишь со сметаной? Да, очень люблю творог со сметаной и медом. У меня есть и сметана, и мед. Посмотри, свежая сметана, густая. Спасибо, но сегодня только яйца и творог. В следующий раз возьму сметану. Хорошо, приходи еще. Вот твой творог держи. Спасибо большое. Сколько я должен за все? Яйца 100 рублей, творог 150. Всего 250 рублей. Вот ваши деньги, посчитайте, пожалуйста. Все верно, спасибо. Желаю тебе хорошего дня. И вам хорошего дня, здоровья и удачи. Спасибо, милок. Пусть твоя семья будет здорова. Спасибо большое. Мои дети очень любят ваши продукты. Передавай им привет. Пусть растут большими и сильными. Обязательно. Скажите, ваши куры часто несут яйца? Сейчас лето, куры несут много яиц. Зимой меньше. И Я понял. Я приду к вам еще на следующей неделе. буду ждать тебя. Может, принести что-то по заказу? А можно заказать чуть больше яиц на следующий раз? Конечно, скажи, сколько тебе нужно. Я хочу 2 десятка. Это возможно? Конечно, соберу для тебя 2 десятка свежих яиц. Спасибо огромное. Я очень рад, что нашел вас на рынке. Мне тоже приятно. Постоянные покупатели — это радость. Я всегда выбираю продукты у местных жителей. Это правильно, милок. Свежие продукты — здоровье. У вас очень уютный стол, всегда чисто и красиво. Спасибо, стараюсь для своих покупателей. Мне нравится приходить на рынок по утрам. Утром все свежее и народу меньше. Да, и можно спокойно выбрать продукты. И
поговорить по душам, как сейчас. Это очень приятно. Спасибо вам. И тебе спасибо, милок, за добрые слова. Я пойду домой, уже пора. Хорошего тебе дня, заходи еще. Спасибо, до свидания. До свидания, милок, жду тебя снова. Здравствуй, Оля, ты видела наших детей? Привет, Иван. Да, они только что бегали на поле. Я слышал, что коза снова убежала. Дети ищут ее? Да, коза пропала утром. Маша и Петя пошли искать ее за сараем. Ох, эта коза всегда гуляет, где хочет. Ты не видела, куда она пошла? Нет, я только слышала, как она блеяла возле реки. Может, она ушла туда? Может быть. Надо позвать детей обратно, чтобы они не заблудились. Да, я тоже переживаю. На поле много высокой травы. Трудно найти козу. Ты думаешь, она могла уйти в лес? Не знаю. Обычно она боится леса. Она любит быть там, где солнечно. Давай попробуем позвать ее вместе. Может, она услышит нас. Хорошая идея, но где наши дети? Я не вижу их на поле. Я вижу Машу возле старой яблони. Может, Петя рядом с ней. Вижу, да, это Маша. Но Пети не видно. Надеюсь, он не ушел далеко. Давай подойдем к Маше и спросим, что она нашла. Давай, Маша, иди сюда, пожалуйста. Маша машет нам рукой. Значит, она нас услышала. Да, она идет сюда. Может, у нее есть новости о козе? Оля, ты помнишь, в прошлом году коза тоже уходила? Конечно, помню. Тогда она спряталась в кустах за домом. Дети тогда тоже искали ее целый час. Коза у нас очень хитрая. Да, она любит приключения. Может, ей просто скучно в загоне. Наверное, надо больше с ней гулять. Согласна. А ты знаешь, где сейчас наш сосед Сергей? Он часто видит наших животных. Думаю, он сейчас в огороде. Может, попросим его помочь. Давай, но сначала найдем детей и узнаем, где они уже посмотрели. Хорошо, Оля, а ты не устала? Ходить по полю тяжело. Немного устала, но я волнуюсь за козу и детей. Я тоже. Но вместе мы быстрее найдем их. Ты прав, Маша уже здесь. Маша, где Петя? А она говорит, что Петя пошел к речке. Значит, он там ищет козу. Хорошо, что он недалеко. Надо пойти к речке вместе с Машей. Да, давай возьмем с собой угощение для козы. Может, она придет на запах? Отличная мысль. Ты взяла хлеб? Да, у меня есть немного хлеба и яблоко. Тогда идем. Может, коза выйдет, если услышит нас. Давай позовем ее громко. Коза, коза. Коза! Коза, иди сюда. Мы ждем тебя. Слушай, Иван, мне кажется, я слышу блияние. Правда? Откуда звук? Из-за кустов. Да, кажется, оттуда. Давай подойдем ближе. Тихо, чтобы не испугать козу. Вот она. Смотри, коза стоит под деревом и ест траву. Ура! Мы нашли ее. Дети будут рады. Петя тоже здесь. Он держит козу за веревку. Молодец, Петя. Спасибо тебе.
Как хорошо, что все хорошо закончилось. Да, теперь все вместе пойдем домой. Согласна. Я очень рада, что все живы и здоровы. Пойдем, Оля. К вечеру будет прохладно. Пойдем. Спасибо за помощь, Иван. И тебе спасибо, Оля. До встречи у дома. До встречи, Иван.